Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 5 мая, 71-й день войны. И вот самые важные новости к этому часу. Задержали Анатолия Шария. Атакуем железнодорожный мост через Днепр, а США помогают убивать российских генералов. В драмтеатре Мариуполя могли погибнуть 600 человек, а работникам завода «Автотор» предложили сажать картошку. Но начнем со свежего видео из Краматорска с последствиями очередного обстрела жилых домов. А на фронте снова пауза. Российские войска либо что-то готовят прямо к 9 мая, либо наоборот боятся что-то делать, чтобы не налажать накануне праздника. А может, всех генералов отправили на майские праздники отдыхать и выпивать? Я вообще не удивлюсь, если так и есть. Но на отдельных направлениях продолжаются атаки. Вся дуга от Попасной до Лимана под огнем путинской артиллерии. Однако продвинуться вперед российские части не могут. Вопреки заявлениям пропаганды, Рубежная не взята целиком. Отбита атака даже на небольшой поселок Воеводовка между Рубежным и Северодонецком. Остановилось наступление и в районе Ямполя. Путинские войска пока не начали переправу через Северский Донец. Заметнее всего активизировались атаки в Мариуполе. Завод «Азовсталь» подвергли массированной бомбардировке. У нас есть кадры со спутника. По ним видно, что авиабомбами разрушены все основные корпуса завода. Но неизвестно, повреждены ли подземные убежища, где и укрываются защитники, а также мирные граждане. Однако даже на территории, контролируемой Украиной, люди не могут быть в полной безопасности. Путинские ракеты каждый день взрываются в городах. Вчера вечером под удар попал мост в городе Днепр, проходящий через реку Днепр. Соответственно, судя по кадрам, мост уцелел. Было только одно попадание, видимо, крылатой ракеты. Жертв также вроде бы нет. Это знаменитый Амурский мост, который был построен в 19 веке и после Великой Отечественной был восстановлен почти с нуля. Почему атаковали именно его? Ведь в Днепре много мостов. А потому что это железнодорожный мост. Сверху там едут машины, а по нижнему ярусу идут поезда через реку Днепр. Эта железнодорожная ветка через Днепр очень важна для снабжения востока Украины. Вторая переправа есть только в Запорожье. Там тоже всего один мост. Есть, правда, еще одна небольшая ветка, чуть западнее Днепра, проходящая по дамбе, но неясно, работает ли она и какова ее пропускная способность. Очевидно, что путинская армия пытается нарушить поставки оружия и припасов на восток Украины. Однако пока эти разовые удары не выглядят серьезными, и я думаю, что украинцы быстро починят мост, а если нет, то найдут другие способы перевозить грузы. По автодорогам, как минимум. То же самое говорит и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он уточнил, что материалы, оружие и боеприпасы успешно попадают в руки украинцев, а в случае необходимости Запад найдет и другие способы доставки. Американцы помогают не только оружием. Нью-Йорк Таймс пишет о том, что США предоставляют Украине разведданные, которые помогают находить российских генералов и наносить по ним точные удары. По украинским данным убито уже 12 российских генералов, американцы подтверждают пока только 2. Кроме того, США передают в ВСУ прогнозы передвижения российских войск и оценки планов Москвы. Associated Press в ходе расследования выяснила, что в Мариупольском драмтеатре погибли 600 человек. Само расследование основано на показаниях 23 человек. Журналисты установили, что по зданию был нанесен авиаудар, после которого выбраться из здания смогли только примерно 200 человек, а общее число погибших невероятно 600 человек. Кроме того, никто из свидетелей не видел в театре украинских солдат, что полностью отвергает версию Кремля, якобы военные удерживали мирных жителей в театре насильно и прочий бред. По сообщению украинской стороны, на этой неделе ежедневно проводятся попытки спасти
гражданских также из Мариуполя, из территории завода «Азовсталь». Например, вчера из города удалось вывести 344 человека, об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. А тот гуманитарный конвой, о котором я рассказывал, в начале недели достиг Запорожья. Благополучно эти люди теперь на свободе, и, надеюсь, их жизни больше не будет угрожать какая-либо опасность. В Мариуполь приехал Кириенко, чтобы открыть памятник этой несчастной бабке с флагом СССР, которую Кремль зачем-то решил сделать своим идиотским символом войны. Конечно же, и про детей не забыли, откопали юноармейцев, или, может быть, местных нарядили в эту форму путинского Гитлер-Югента. Там же Кириенко сказал, что парада Победы и Бессмертного полка в Донецке и Луганске не будет. По поводу Мариуполя ничего не сказал, но, наверное, там тоже не станут проводить. Тем временем в Калининградской области люди начинают готовиться к экономическим проблемам. Местный завод «Автотор», тот самый, на котором собирались BMW, Kia, Hyundai, решил помочь своим сотрудникам. Каждому по желанию будет выделено по 10 соток земли. Это вот я не шучу сейчас. Более того, в заявлении сказано, что земля вспахана и подготовлена уже к посеву. Уже раздали 168 участков, скоро вторая очередь распределения дойдет. Кроме того, завод сам засеет картофелем 300 гектаров, чтобы потом продавать эту картошку сотрудникам. Нужно осознать, вот так вот люди собирали BMW, Hyundai и прочие машины крутые, а теперь будут собирать картошку. И завод сам будет засеивать поля для картошки вручную. На собственных участках работники будут спахивать поля. Путин реально возвращает Россию в средневековье. Автодор в каком-то смысле даже молодцы. Ну, людям будет что поесть в самом тяжелом критическом случае. А я думаю, что он может наступить. Болгария начинает оказывать помощь Украине. По словам спикера парламента, страна согласна ремонтировать поврежденную украинскую технику. Это решение поддержали 200 депутатов парламента. Тем временем Нидерланды собираются поставлять в Украину больше тяжелого вооружения. Об этом написал премьер-министр Марк Рютте. Тем временем пришла срочная и отличная новость из Испании. В Испании задержали пропагандиста Анатолия Шария. В Украине Шария, обвиняют в государственной измене и разжигании вражды. Пишут, что его задержание – это целая спецоперация именно украинских правоохранительных органов. Про Шария можно говорить очень долго. Но самое важное, что нужно о нем знать, это то, что он всегда выходил исключительно с кремлевской повесткой. При этом всегда находился в Европе, в Литве, где угодно, в Испании. Это не была просто критика. Это была пропаганда в самом худшем своем виде, в самом худшем проявлении. С враньем, передергиванием, с какими-то фейками. Шарий всегда повторял кремлевскую повестку, путинскую повестку, в том числе и против Навального. Причем, как сообщалось в СМИ, это все происходило на деньги Дерипаски. Если его посадят в тюрьму, на что я очень рассчитываю, то это не за критику, а за реальные факты государственной измены. И нужно понимать, что испанское правосудие достаточно длительное. Наверное, его будут держать еще где-то полгода в тюрьме. Выдадут, не выдадут, все это будет происходить сейчас, но я надеюсь, в конечном счете Украина получит Шария и посадит его в тюрьму за государственную измену на долгие-долгие сроки. Тем временем МИД Украины сообщает, что российские власти попытались продать в Египет 27 тысяч тонн украденного украинского зерна. Но там зерно не купили, и судно направилось в Сирию и Ливан. Украинцы пообещали отследить зерно и призвать к ответственности всех участников этой торговли краденым. Ну, то есть уже до сумасшествия доходит. Реально воруют зерно и пытаются его где-то сбагрить. Мы продолжаем вам рассказывать правду. Мы продолжаем каждый день делать что-то, чтобы эта война поскорее прекратилась. Чтобы Путина поскорее отправили туда, куда следует ему отправиться. В ад или куда-нибудь еще. А вы, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Напишите комментарий, это помогает продвигать видео.
В 19 часов стрим. Там мы разговариваем с гостями, подробнее разбираем события дня. А я прощаюсь с вами до утра, до завтрашнего утра. Всем пока.